Меня зовут Маркова Наталья Викторовна. Я мама особенной девочки Линетты. У нас очень сложный диагноз – это булезный эпидермолиз, когда отсутствует или имеет повреждение более 50% кожного покрова. Вообще Линетта у нас 4-й ребенок, то есть до Линетты у меня еще есть 2 старших сына, они родились, и старшая дочь. Ничего мы даже не предполагали, что 4-й ребенок будет не совсем обычным и что проблема будет именно вот такого характера с кожей. Узнали об этом диагнозе сразу, то есть она уже родилась, у нее не было кожи на ноге, не было кожи на руке, и буквально ее сразу же у меня забрали, потому что думали, может быть, какая-то инфекция или что такое. Ну, буквально, наверное, через день, через 2 нам уже точно сказали диагноз. Конечно, было страшно, что вот мы сейчас прикованы будем к дому, что мы никуда не сможем ни поехать, ни пойти. Когда нас, тоже были такие моменты, когда нас отговаривали не забирать ее, оставить, ничего не выйдет, ребенок будет постоянно капризничать, то, что кожи нету, постоянные перевязки, вы не сможете обеспечить ей должный уход, потому что еще вот не было информации, не было даже, может быть, даже я не сталкивалась с тем, что помимо обыкновенных бинтов, которые продаются в аптеке, есть какие-то специальные перевязочные средства. А потом, вот, когда уже мы переосмыслили все, то мы, в принципе, как бы всей семьей приняли решение. Мы ее забираем, но пытаемся жить с этим заболеванием. Куда бы мы ни шли, наш день всегда начинается именно с перевязки. То есть кожа настолько хрупкая у Линетты, что даже во время сна она может сама себя повредить. Не потому, что она там что-то хотела или что-то сделала неправильно, а даже просто повернулась или, как, например, жарко, она вспотела и провоцирует это то, что кожа слазит. Чтобы этого не было, есть профилактика, но она в основном уход и бинтование. То есть мы держим кожу, стараемся держать на месте. Еще есть такая тенденция у Линетты и вообще у многих деток бабочек идет сращивание пальцев. Здесь идет профилактика, именно мы бинтуем пальчики, чтобы они были каждый отдельно друг от дружки. Вот. А так все ранозаживляющие мази, вот какие, наверное, существуют и продаются в аптеке в свободном доступе, мы их все попробовали. Точно так же мы уже были 2 раза в Германии, мы ездили с ней, были в Центре изучения булезного эпидермолиза, сдавали тоже множество анализов, получили рекомендации по уходу. И самое главное – это правильный уход. То есть, если мы организовываем правильный уход, то есть ежедневные перевязки, там, ванны в специальных средствах, то есть даже профилактика у нас достаточно болезненная процедура. Каждый пузырь, который возникает, мы его прокалываем обычно. Всю жидкость, она уходит так, как вот при ожогах. Да? Если пузырь надулся, его обязательно убирают. Но это связано с тем, чтобы дальше не сползала кожа. Но без нее мы не сможем ни одеться, ни выйти, ни обуться. Поэтому это как бы ежедневное наше. Очень часто бывает так, что мы обуваемся, а у нее нету практически кожи на ногах, но нам нужно обуться. То есть мы ее обрабатываем ранки, и потом она обувается, а мы куда-то идем. Мы знаем, чем ей нельзя заниматься, то есть нельзя быстро бегать, ей нельзя быстро что-то там носить тяжелое, тот же портфель ей нельзя, то есть я всегда рядом что-то несу, если там портфель какое-то занятие, очень много учебников. Мы в школу в первый раз пришли, она была 1 метр 4 сантиметра. И когда я ее привела, а мне говорят, а как она вообще будет ходить в школу? Потому что если даже взять портфель, он больше ее. Я говорю, ну как? Я буду ходить с ней. Здравствуйте, меня зовут Энц Валерия Владимировна. Я преподаватель Белгородского педагогического колледжа и являюсь куратором Линетты. Где-то в сентябре месяце мы узнали, что к нам в колледж поступает девочка с необычным заболеванием, в принципе, достаточно необычный ребенок. Сначала мы не особо понимали, как с ней работать, то есть как будет проходить адаптацию ребенка, и не совсем понимали степень проблемы, скажем так. Мы не особо разбирались в ее заболевании. Потом, когда я уже непосредственно познакомилась с Линеттой, когда уже Линетта начала взаимодействовать с группой, мы заинтересовались и самой болезнью, и мы поняли, что несмотря на то, что она действительно
как скажем, страшная для ребенка, но в обыденной жизни она не особо ей мешает. Линетта достаточно активный ребенок, она у нас участвует во многих мероприятиях, мы привлекаем ее к конкурсам, она у нас участвовала в конкурсе профессионального мастерства Билимпикс, а также она участвовала со всей группой в Rhythmic Show, это хореографический конкурс в колледже. Для нее был специально подобран хореографический номер, который, скажем так, не сильно задействовал ее физически, но тем не менее она активно участвовала с группой. Я желаю таким детям успехов в учебе, в профессиональной деятельности. Они должны быть в социуме, да, мы выступаем за это инклюзивное образование. Это не должно, их болезнь не должна составлять им никаких препятствий в жизни. Они должны адаптироваться, жить с нами. Я желаю им только счастья, ну и самое главное здоровья. Ну, то есть, и вот так мы постепенно стали приходить к тому, что ей надо чем-то увлекаться, надо что-то, чем-то заниматься, чтобы она не только чувствовала, что она там болеет, что ее все жалеют, а еще вот начинала сама чувствовать, что ей нужно как бы развиваться. Мы ее потом записали еще в художественную школу, она начала рисовать. И когда она стала получать еще какие-то дипломы, награды, у нее прям, внутри мы уже как чувствовали и видели, что у нее вот именно вот этот стержень зарождается, чтобы бороться и как быть счастливой, несмотря на то, что какие-то там трудности. Ей можно и нужно, и вообще всем детям с любыми такими, казалось бы, сложными заболеваниями нужно участвовать. И, как говорят, эти дети не нужны социуму, это не совсем правильно, потому что они нужны. И наоборот, когда чем больше людей знают об этом заболевании и вообще о любых других заболеваниях, и самому человеку комфортнее, да, находиться, и этим детям проще общаться с людьми, которые все-таки знают о заболеваниях, потому что их это мотивирует идти дальше. А есть дети, которые, и есть примеры такие, когда дети и родители не поддерживают, дети замыкаются, и они потом на улицу по несколько лет не выходят. Единственное, что они выходят, это вот на балкон. То есть мы стараемся ходить везде, и в парке, и она не стесняется то, что у нее есть бинты или какая-то особенность. Мы подстраиваемся уже под это заболевание, чтобы он нам не приносил дискомфорт. Когда я впервые увидела Линетту, первое впечатление было для меня неожиданным, когда мы шли по очень длинному коридору в аэропорту. И Линетта, как старшая сестра ответственная, держала за руку свою младшую сестричку. И та, в свою очередь, младшая, все капризничала. Вот, как она устала, как у нее ножки болят. На что Линетта ей отвечала: потерпи еще немножко, вот осталось чуть-чуть, надо потерпеть. И тогда я поняла, что за человек Линетта, какая у нее сила воли, какой у нее стойкий характер. Ведь, очевидно было, что ей было тоже тяжело и может даже больно, но она об этом ни разу не сказала. Запомнился мне один случай из поездки, что Линетта, мало того, что она такая вся бойкая, разносторонне развитая, она еще и девочка, и очень за собой следит, ухаживает. И однажды она попросила меня заплести ей косу. А мне было очень страшно. Кожа очень хрупкая в любом месте на теле. Но Линетта успокаивала меня, говорила: ничего, я буду терпеть, но я очень хочу, чтобы ты мне заплела колосок. У Линетты очень необычный и редкий диагноз, с которым жить совсем непросто. Но при этом она очень жизнелюбивая, разносторонне развитая, интеллектуальная девушка. У нее много разных интересов и желания жить. Нам всем есть чему у нее поучиться. Меня зовут Оксана, я друг семьи, друг Линетты. Не каждый, в принципе, второй человек, решится просто подойти к лошадке, погладить ее, там рядом постоять, не то что сесть в седло. А Линетта, она просто взяла, села и поехала, грубо говоря. И с этого момента мы начали общаться, дружить. Она пытается развиваться во всех направлениях. Она учится, она ездит на лошади, она рисует. Она не замкнутая себе, она больше открывается обществу, она больше открывается этому миру.
она не жалуется, она просто берет и делает. Я хочу пожелать Линетте, чтобы она и, в принципе, все дети с какими-то заболеваниями, с какими-то, может, проблемами, которые есть, никогда не замыкались в себе, потому что всегда найдутся люди, которые помогут, поддержат, которые, наоборот, будут только рады видеть, что такой человек, он будет развиваться, то есть не сидеть на месте и будет показывать и доказывать всему миру, что такие люди, они могут сделать для общества и даже для себя очень многое. В настоящее время, пока Линетта еще ребенок и находится в возрасте детском, до 18 лет, у нас есть поддержка и помощь от благотворительных фондов. Как только Линетта окунется во взрослую жизнь, ей исполнится 18 лет, мы очень боимся остаться без поддержки. То есть мы окунемся в ту атмосферу, когда взрослому человеку с проблемами кожи, с проблемами поиска медикаментов, бинтов большого количества придется по новой искать именно фонды, которые работают со взрослыми, а их, к сожалению, очень-очень мало. Линетта очень целеустремленный человек. Ей не мешает ее особенность. Она радуется жизни. Все, у кого есть какие-то либо заболевания, особенности в жизни, не стесняться этого, продолжать жить, мечтать, обязательно мечтать, потому что любая мечта имеет свойство сбываться. Когда Линетта занималась в модельной школе, ходила на занятия, занималась с хореографами, учила шаг и выполняла все задания своего преподавателя, у нее горели глаза. То есть она чувствовала, что она полезна. И мне, как маме, очень хочется, чтобы в ее жизни еще были такие моменты, когда она будет чувствовать себя полезной, она будет себя чувствовать жизнерадостной, что к ней будут прислушиваться. То есть она будет показывать, насколько может быть красивая одежда, удобная одежда. И кто-то ее возьмет в рекламу, она сможет прорекламировать красивую, удобную, молодежную одежду. И, возможно, на этом сама себе даже заработает первые деньги. Я хочу пожелать Линетте и детям с различными заболеваниями радоваться каждому дню. Родные всегда с вами. Мы Линеттина семья, и мы всегда будем поддерживать ее, мы будем любить, мы всегда с ней. Хорошее качество Линетты всегда радоваться жизни, несмотря на такой сложный диагноз и очень редкие постоянные боли, она все равно очень жизнерадостная. Я хочу пожелать не сдаваться никогда, всегда верить в себя, и нужно понимать, что вокруг вас все равно есть те люди, которые способны, готовы будут вас поддержать, несмотря ни на что. Линетта девочка-папочка, и мне все равно то, что она болеет такой болезнью, потому что мы все равно с ней играем, веселимся, мне это не мешает. Хочется пожелать всем, даже кто столкнулся с какими-то такими трудностями, знать только одно: все временно. Все трудности временны, и всегда, какими они бы ни казались, такими, казалось бы, так вот все рушится. Ты добивался чего-то, а потом раз, или рождается ребенок с особенностями, или сам человек заболел и становится особенным ребенком. Кажется, что все рухнуло. На самом деле нет. Это просто новый этап жизни, к которому можно найти правильный подход и тоже быть счастливым человеком.